Так, сейчас я все начало найду, где у меня тут начало всех этих картинок моих. И сейчас все вам расскажу и покажу про новые выкройки. Доброго дня, добрые люди! В этом видео мы поговорим о новой осенней коллекции выкроек на сайте Шкатулка. Шкатулку я знаю уже очень давно, наверное, еще с тех времен, когда в соцсети можно было заходить только с компьютеров, но тем не менее я что-то еще не сшила ни одной вещи по их выкройкам. Хотя по отзывам я знаю, что их выкройки садятся хорошо, иногда даже без корректировок. Единственный момент — это то, что некоторые выкройки маломерят. Но большим плюсом у этих выкроек является то, что эти выкройки даются на разные ростовки со 158 на рост 158 до роста 180. То есть на меня тоже можно смело брать эти самые выкройки. И цены у них довольно-таки демократичные, даже есть бесплатные варианты. Начать я хочу с очень интересной выкройки и даже с дуэта выкроек, наверное, сразу. Две выкройки возьмем. Это выкройка рубашки и выкройка брюк. Здесь они выполнены из эко-кожи. Так, вот здесь я буду вам показывать. Здесь у меня место есть. Из эко-кожи. Может и из кожи. Вообще часто встречаются сейчас кожаные тотал-луки, как на стрит-стайловских фотографиях, так и на подиумных. На данный момент это очень так актуальный и популярный вариант. Ну и кожи сейчас довольно много, можно наблюдать вокруг. Но если пофантазировать, то этот дуэт можно сшить и из денима. Это уже следующая ступенька в моде. Если кожаные тотал-луки, кожаные брюки, кожаные рубашки, они у нас уже были, но они сейчас еще дальше продолжают свое шествие в мире моды, то деним, он как бы только наступает, только входит в нашу жизнь и вообще в умы модников и распространяются. Оба варианта на данный момент актуальны. Можно сшить и из денима, и из кожи. Так, теперь более пристально рассмотрим сами выкройки. Сначала брюки давайте. Это широкие брюки прямого кроя с карманами, складками по переду, выточками сзади и приточным поясом. У брюк довольно высокие разрезы по боковым швам. Эти боковые разрезы еще достаточно актуальны, но при желании от них можно вполне отказаться, и конструкция это позволяет. А можно вшить молнию по этим разрезам или использовать кнопки. Но тогда, если кнопки, тогда нужно будет достроить выкройку так, чтобы передняя половина брюк заходила на заднюю, и чтобы застегивать эти самые кнопки. Но в целом крой актуальный. По этой выкройке можно из любой ткани сшить нижнюю позицию в гардеробе. Главное, чтобы эта ткань ложилась хорошо в складки, те самые, которые вот наверху можно сшить из кожи, вельвета, денима, замши, габардина и прочих вот тканей, которые мягко ложатся, позволяют себя зашить в складки. Так, еще вариант с этими брюками у меня тут в голове случился. Вот вы видите на картинке, что эти брюки с легкостью можно превратить в брюки карго. Нашить туда карманов, и будет что-то необычное. Это, конечно, не такой сильно долгоиграющий тренд, как говорят модные блогеры, это я подслушала. Но почему бы вот в этом сезоне не походить в брюках карго? Эта выкройка, у этой выкройки брюк такая ширина, позволяющая пришить карманы и сделать из этих брюк брюки карго. Теперь рубашка. Так, рубашка у нас. Тут мы видим рельефные швы по полочкам, цельнокроенную планку, крупный отложной воротник на стойке, спущенное плечо и рельефный низ изделия. Так, и карманы, накладные карманы с клапанами.
По этой выкройке можно сшить как обычную рубашку оверсайз просто из ткани, не обязательно из эко-кожи, так и куртку рубашечного кроя, например, из стежки, и даже плащ или пальто. Вот таких конструкций рубашечных довольно часто. Такие конструкции рубашечные мы довольно часто можем наблюдать. Всего лишь нужно удлинить выкройку. Так, еще вариант. Можно укоротить эту рубашку. Она такая объемная. Вот. И укоротить рубашку, вставить кулиску сделать кулиску по низу изделия и вставить туда резинку или шнурок. И будет вот такой вот вариант можно получить. Вот здесь, я не знаю, он как будто бы эта рубашка сшита из льна. Классный вариант. Вот смотрите, как интересно смотрится укороченная рубашка. Нужно только взять стабильную ткань. Все. Кулиска, резинка и рубашка готова. Обрезать ее и не пришивать карманы, либо карманы поменьше. Можно сшить стеганую рубашку, как я уже говорила. Это будет больше куртка, чем рубашка. Из букле, из пластичной пальтовой ткани. Вот эту вот яркую мы видим в клетку зеленую. Из пальтовой ткани, так я понимаю, что она сшита. Ну, из обычной ткани можно сшить, получив рубашку просто оверсайз. Если она будет тоненькая, то будет рубашка оверсайз. И еще встретилась мне рубашка у Max Mara. Смотрите, как элегантно она смотрится. В клетку, с контрастными пуговицами или кнопки. Это почти точно с такими же накладными карманами. Тоже объемная и выглядит больше как полупальто или куртка рубашечного кроя. Так, еще пример у меня тут есть, как эта конструкция может выглядеть, если использовать кнопки, а не пуговицы. То есть эту рубашку не обязательно на этой рубашке пробивать петли, можно использовать кнопки. Дальше рассмотрим выкройку стеганой куртки с капюшоном. Интересно, что таких курточек не особо объемных, вот таких вот тоненьких по фигуре становится все больше и больше. Ну, объем куртки регулируется, конечно, объемом стеганого материала. И чем толще, тем объемнее будет куртка. Это в том числе, конечно, крой еще имеет значение. Для осенних дней будет вполне подходящий вариант вот такой стеганой куртки, тоненькой, с полуприлегающим силуэтом. У куртки крой несложный, нет вот такого нагромождения швов, прямой крой, капюшон, застежка с планкой, воротник, стойка и прорезные карманы с листочкой. Мы тут можем наблюдать. Ну, конечно, все это венчает поясок, создавая нам силуэт песочные часы. Достаточно уютно выглядит эта конструкция. Вариация размеров и ростовок прям вот подкупает сшить такую куртку. Даже на мой рост есть. Ну и сложность оценивается в 4 точки. А вот я про точки прошлых выкроек не говорила, но вы, наверное, видели, да, на экране. Все там показано. На вот такой фотографии все сложности, все размеры. Все указано. По этой выкройке можно сшить как базовую куртку, так и акцент в гардероб. Варьируется это все выбором ткани. Вот мы можем дальше смотреть на примеры у Moncler. Выкройка имеет простые линии, поэтому сложные принты эта конструкция тоже вытерпит. Например, вот как мы видим. Или можно взять материал с изящным стеганым рисунком. Тут все зависит, конечно, от предпочтений. Ну вот Moncler нам прям хорошенечко показывает, что можно сшить по этой выкройке, варьируя, вернее, выбирая разные материалы. Следующая выкройка, которая меня привлекла, это вот такое платье. Но когда я увидела эту выкройку, у меня не возникло желания сшить платье по этой выкройке, но желание сшить платье-пальто возникло. Твид или букле прекрасно реализуют эту идею. Вот мы видим. Единственное, нужна будет подкладка. Вот мы видим
у Шанель. Ну, очень похожее платье. С первого раза и не разберешь, платье это или пальто. Ткань говорит, что это пальто. Ну и вот этот маленький кусочек, который отогнулся тоже, там мы видим подкладку и можем сделать вывод, что это пальто. Но оно довольно закрытое для пальто и не наблюдается никакого нижнего слоя. То есть либо оно где-то на очень открытое платье, либо ну, на голое тело, думаю, оно не надето, конечно, но, в общем, оно вот позиционируется как такое платье-пальто. Оно тут тоже однобортное, в такой же длине, словом, букле. Вот, смотрите, кардинально трансформирует выкройку, как выглядит отшитый вариант. Ну, хотя он тоже напоминает нам, что это пальто, как будто бы. Ну, вроде и платье. Ну и вот из букле. Я думаю, что это букле же. Шанель у нас же любит шить из букле, хотя она из твида шьет. В общем, шить его, конечно, можно и из других тканей вполне. Впрочем-то, из любых тканей его можно сшить. Можно подобрать цвет и ткань так, чтобы носить эту конструкцию и в качестве платья, и в качестве пальто. Вот здесь я вам тоже нашла варианты, что такую конструкцию можно использовать в обоих вариациях. Еще одна выкройка платья имеется в коллекции. Это уже дань тренду на уютный, вязаный, такой обволакивающий трикотаж в разных изделиях. Думаю, тут примеры и не нужны. Мы уже насмотрены трикотажными образами. Поэтому будем сразу разбирать выкройку. Эти образы уже прочно вошли в наше сознание, в нашу жизнь. И, по-моему, они не торопятся уходить, потому что, ну, то, что удобно, всегда остается с нами надолго. А это платье не просто трикотажное, но еще и женственное. Это не просто какой-то трикотажный костюмчик, брючки, кофточка и свитерочек. То есть, но это вот прям платье женственное, можно тепло, уютно одеться, закутаться и при этом выглядеть как женщина, женственно. Эту выкройку можно воплотить как из вязаного полотна, так и из любого другого трикотажа. Главное, чтобы вот эти цельнокроенные рукава у нас вот здесь вот в подмышках ложились хорошо и красиво. Но если хочется экспериментов, вот у меня дальше тут картинки, это платье можно шить и из стежки, учитывая, что пригодится потайная молния. Хотя я не знаю, какой объем у талии, может, можно будет пролезть и просто подпоясаться пояском. Но стеганый материал должен быть не сильно плотный, не сильно толстый, само собой пластичный, в общем, чтобы он ложился хорошо, мягко вот в это платье. Или из ткани также можно сшить вот такую конструкцию. Таких примеров тоже достаточно. А еще можно из трикотажной замши сшить. Я знаю, что замша не очень сильно популярная, но ну почему нет? Это ж такой вот классный материал, это замша, она такая мягкая, такая уютная. Я люблю этот материал, поэтому примеряю его на каждую выкройку. На больших размерах эта конструкция тоже отлично выглядит. Главное, что запах тут запахивается так, чтобы вот достаточно высоко, чтобы не распахиваться. Но я так надеюсь, что он не распахивается. Тоже на большие формы можно шить и из тонкого трикотажа, и из вязаного трикотажа. Вот я тут смотрю, вот это черное платье, оно похоже на то, что оно сшито из тонкого трикотажа. Хотя, может, и из ткани, такой мягкой струящейся ткани. Следующая позиция в коллекции – это дуэт юбки и рубашки. Рассмотрим сразу две выкройки в тандеме. Они обе несложные. У юбки вообще аскетичный крой. Это что это у нас? Трапеция на приточном поясе с молнией в боковом шве. Все. И как же она уютно будет смотреться с объемным вязаным свитером. Вот смотрите, я вам тут показываю пример. Да еще если эта юбка сшита из замши. Замша такой имеет мягкий, уютный, теплый вид и
свитер вязаный. В общем, если одеться в такой дуэт из юбки замшевой и вязаного свитера, то можно производить на людей теплое впечатление. Длина у юбки актуальная. Вот я вам показываю картинки. Вообще дизайнеры не отдают предпочтение никаким длинам. Встречаются и миди, и мини, и макси. Поэтому насчет длины юбки гадать не стоит. Выбираем любую, какая нравится. Ну а тут у нас вот миди. А рубашку можно сшить на работу. Я почему-то вот смотрю на этот образ с рубашкой и юбкой и подумала, возникают у меня ассоциации с образом учительницы. Вот про работу сказала, и сразу все это у меня пошло в школьную тему. У шкатулки, кстати, есть выкройки и школьных моделей на школьников. Можно там полистать все это, посмотреть. Интересные тоже выкройки имеются. Но вернемся к рубашке. Так, она скроена по фигуре, но при этом достаточно свободная. Есть нагрудные выточки, кокетка по спинке и расширяющийся к низу рукав на манжете. Рукав на сборке и на манжете. Такая простая базовая выкройка на все случаи жизни. Не сильно приталенная, не сильно облегающая, но и это не оверсайз совсем, конечно. Поэтому вот такая рубашка будет на все случаи жизни. Она не уходит ни в какую тему. Ни в ту модную тему не уходит. Она вот база. Так, ну и самая неочевидная в осеннем гардеробе, казалось бы, вещь — купальник. Шучу, это не купальник, это боди. Но хотя кто нам мешает шить по этой выкройке и купальник? Выкройка тут дается в двух вариациях. Есть более целомудренный и более откровенные варианты. Шьется несложно, конструкция тоже простая. Если захотеть, можно и совсем закрытый боди сшить. Вот так под горло, чтобы было. Ой, простите, вам тут стукнуло. Чтобы с воротником стойкой и прям до конца все закрыто. Ну или же сделать контраст. Закрытая горловина и открытые вот здесь вот так бока. Вообще боди намного удобнее обычных лонгсливов. Они зафиксированы и не норовят выпрыгнуть из-под того, куда их заправляют. Очень удобно, что тут есть два варианта. Конечно, эти вырезы можно и смоделировать на обычной выкройке боди, но когда уже велосипед изобретен, то гораздо удобнее и быстрее все это реализуется. Ну что ж, на этом все. Пишите свое мнение о новой коллекции, о своем опыте пошива по выкройкам шкатулки. Ну и вообще пишите, как у вас дела. Будем дружить и увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока.